Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в захватывающее путешествие по самым странным и шокирующим обычаям древних народов, которые даже в 21 веке заставляют нас задуматься, как такое вообще могло прийти в голову. Эти традиции не просто экзотические ритуалы, а отражение мировоззрения, верований и социальных норм давно ушедших эпох. Мы поговорим о 10 обычаях, которые поражают своей жестокостью, необычностью или просто абсурдностью с современной точки зрения. Готовы? Тогда давайте начнем. Первый обычай, о котором я хочу рассказать, пришел к нам из древнего Китая. Это практика бинтования ног, известная как лотосовые стопы. Представьте себе, с 4-5 лет девочкам начинали туго перебинтовывать ноги, ломая кости стопы и препятствуя их росту. В чем цель? Добиться крошечной ступни длиной не больше 10 сантиметров, которая считалась символом красоты и статуса. Почему это было так важно? В Китае того времени женщина с обычными ногами могла остаться незамужней. Ее просто высмеивали. Десятилетия боли, инфекций и инвалидности ради того, чтобы соответствовать стандарту красоты. Интересно, что эта традиция уходит корнями в 10-е столетие, во времена династии Сун, и, по легенде, началась с танцовщицы, которая обвязала ноги шелком, чтобы они напоминали полумесяц. К 20 веку обычай почти исчез благодаря реформам, но в отдаленных деревнях его практиковали вплоть до 1950-х годов. Сегодня мы смотрим на это как на варварство, но тогда это было искусством, жестоким, но социально обусловленным. Переместимся в Индонезию, к племени Дани на острове Новая Гвинея. Здесь существовал обряд, который буквально заставляет кровь стынуть в жилах. Женщинам отрезали фаланги пальцев в знак траура. Когда умирал близкий родственник, женщина должна была пожертвовать частью себя, чтобы задобрить дух покойного. Считалось, что душа умершего остается среди живых, и этот ритуал помогал ей обрести покой. Отрезанные фаланги сжигали, а пепел хоронили вместе с телом. Что интересно, этот обычай касался только женщин. Мужчины в нем не участвовали. Почему? Возможно, потому что женщины в этом обществе считались связующим звеном между миром живых и мертвых. Сегодня племя Дани частично отошло от этой практики под давлением властей, но старики до сих пор носят следы этого жуткого ритуала на руках. Теперь давайте заглянем в Древний Рим. Вы думаете, римляне были только про гладиаторов и термы? А вот и нет. У них был обычай, который назывался «damnatio ad bestias» — осуждение на растерзание дикими зверями. Это была не просто казнь, а публичное шоу. Преступников, рабов или пленных бросали на арену Колизея, где их разрывали львы, медведи или даже специально обученные собаки. Но знаете, что самое шокирующее? Зрители обожали это. Для них это было не только наказание, но и развлечение, символ триумфа римской власти над хаосом. Историки говорят, что такие казни могли включать до 50 человек за раз, а иногда животных морили голодом, чтобы они были особенно свирепыми. Сегодня мы видим в этом дикость, но для римлян это было частью их идентичности. 4-й обычай переносит нас в Индию, к ритуалу сати. До 19 века в некоторых регионах Индии вдовы сжигали себя заживо на погребальном костре мужа. Почему? Считалось, что женщина, потерявшая супруга, теряла смысл жизни, и сати очищала ее душу, соединяясь с мужем в загробном мире. Это был не просто добровольный акт. Общество часто принуждало вдов к этому, особенно если они были молоды и могли унаследовать имущество. Бывали случаи, когда женщин привязывали к костру, чтобы они не сбежали. Британские колонизаторы запретили сати в 1829 году, но до сих пор в отдаленных деревнях иногда всплывают истории о подобных случаях. Этот обычай заставляет задуматься, где грань между верой и насилием. А теперь давайте отправимся на острова Полинезии. Здесь существовала традиция, которая шокирует своей открытостью к сексуальности. В некоторых племенах первая брачная ночь молодоженов проходила с участием друзей жениха. Да, вы не ослышались. Сначала невеста должна была провести время с друзьями мужа и только потом с самим супругом. Это считалось ритуалом очищения от злых духов и символом общности племени. Подруги невесты в это время танцевали вокруг, создавая атмосферу праздника. Для нас это звучит как нечто немыслимое, но для полинезийцев это была норма, укорененная в их коллективистской культуре. Сегодня такие традиции почти исчезли, но они напоминают, как сильно различаются представления о браке и семье. 6-й обычай пришел из племени Сатеремавы в Амазонии. Чтобы стать мужчиной, мальчик должен был пройти испытание муравьями-пулями.
Их укус считается одним из самых болезненных в мире, говорят, он сравним с огнестрельной раной. Подростка заставляли надевать перчатки, набитые этими муравьями, и терпеть укусы в течение 10-15 минут. И это не разовое испытание. Его повторяли до 20 раз в течение нескольких месяцев. Зачем? Чтобы доказать стойкость и готовность защищать племя. Те, кто выдерживал, получали статус воина. Ученые отмечают, что муравьи выделяют нейротоксин, вызывающий временный паралич, так что это было не только больно, но и опасно. Сегодня этот ритуал сохраняется в некоторых общинах как символ мужества. 7-й обычай пришел из Древнего Египта. Вы слышали про мумификацию, но знаете ли, что египтяне иногда оставляли тела умерших дома на годы? Это называлось домашней мумификацией. Богатые семьи могли держать забальзамированного родственника в специальной комнате, чтобы продолжать общаться с его духом. Считалось, что душа умершего или Ка остается рядом с телом, и его нужно почитать. Археологи находили такие мумии в домах, окруженных вещами покойного, от еды до одежды. Для нас это кажется жутким, но для египтян это был способ сохранить связь с предками. Интересно, что этот обычай постепенно исчез с приходом христианства, но он показывает, как сильно древние ценили загробную жизнь. Двигаемся дальше к викингам. У них был ритуал под названием «Кровавый орел». Это одна из самых жестоких казней в истории. Жертве ломали ребра, вытаскивали легкие через спину и расправляли их как крылья. Легенды говорят, что это делали с врагами или предателями, чтобы умилостивить богов, особенно Одина. Правда, историки спорят, был ли кровавый орел реальной практикой или преувеличением скандинавских саг. Но даже если это миф, он отражает мрачную сторону воинственной культуры викингов. Представьте себе, холодные фьорды, боевые кличи и такой ритуал – это было бы зрелище не для слабонервных. 9-й обычай из Африки, от племени Масаи. Здесь плевали на новорожденных. Да, именно так. Сразу после рождения ребенка взрослые плевали ему в лицо. Зачем? Чтобы отогнать злых духов и благословить малыша на долгую жизнь. Плевок в культуре Масаи – это не оскорбление, а знак уважения и защиты. Интересно, что этот обычай до сих пор живет в некоторых общинах Кении и Танзании, хотя молодое поколение все чаще от него отказывается. Это пример того, как простое действие может иметь глубокий символический смысл, непонятный чужакам. И, наконец, 10-й обычай – из Месопотамии, а именно из Вавилона. Здесь существовала храмовая проституция. Каждая женщина хотя бы раз в жизни должна была прийти в храм богини Иштар и отдаться первому мужчине, который бросит ей монету. Это было жертвоприношением ради плодородия и процветания общины. Женщины сидели у храма с венками на голове, ожидая своей очереди, а отказаться было нельзя, это считалось грехом. Историк Геродот писал об этом с удивлением, отмечая, что красивые уходили быстро, а менее привлекательным приходилось ждать дни или даже недели. Сегодня это кажется дикостью, но для вавилонян это была священная обязанность. Итак, что мы видим? Эти обычаи не просто странности прошлого. Они показывают, как люди пытались объяснить мир вокруг себя через боль, жертвы, ритуалы. То, что нам кажется жестоким или абсурдным, для них было логичным ответом на страх смерти, желание выжить или стремление к красоте. Может, через 1000 лет наши традиции тоже покажутся потомкам дикими? Например, погоня за идеальной внешностью через пластическую хирургию. Неужели это так далеко от лотосовых стоп? Или массовые спортивные зрелища? Не эхо ли это римских арен? Друзья, что вы думаете об этих обычаях? Какой из них вас шокировал больше всего? Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями. Если вам понравилось это путешествие в прошлое, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы еще не раз заглянем в темные уголки истории, так что до встречи в следующем выпуске.